Всем привет! Вы смотрите кофейный блог. Сегодня на обзоре ручная кофемолка Kaflana Grinder. Ее мне прислал сам производитель, но это не отразится на объективности видео. Начнем с базовых знаний. Сама кофемолка сделана в Корее, и в ней используются металлические жернова итальянского производства. При этом она весит всего 300 грамм, и есть возможность закрепить ручку сбоку, чтобы занимала меньше места. И это делает ее идеальной для путешествий, в принципе, как вся продукция Kaflana. По крупности помола она подходит для любого способа заваривания, даже для джезвы. Если измельчать по 60 грамм кофе в день, она прослужит около 30 лет. При этом за один раз можно измельчать более 30 грамм. Скорость измельчения здесь высокая, но зато придется прилагать усилия. Жернова очень цепкие, и вы сможете почувствовать, как они режут кофе, а не просто крошат, как во многих кофемолках. Чтобы сделать процесс проще, я измельчаю кофе на высокой скорости. Из приятного, под конец измельчения зерна заканчиваются мгновенно. Не нужно делать 10 лишних оборотов, чтобы измельчились остатки. Эргономика. Приятно, что используются противоскользящие материалы. Ручка рукоятки прорезиненная и эргономичной формы. Для того, чтобы засыпать зерна или изменить крупность помола, не обязательно снимать крышку. Дно контейнера круглое, так что кофе не забивается по углам и его легко чистить. И за счет того, что он прозрачный, можно не взвешивать кофе, а измерять на глаз. Самое важное для меня, она идеально работает в паре с эспрессо-кофеваркой Kaflana Compressa. Для засыпания кофе не нужно никаких воронок. Все получается быстро и чисто, и можно сделать такой трюк. Из особенностей иногда при измельчении рукоятка поскрипывает. Статика все-таки присутствует, и иногда кофе налипает на жернова, так что лучше чистить их кисточкой. Или как вариант, перед тем как снимать контейнер с молотым кофе, постучать по ладони. Хотя для эспрессо-помола лучше потрусить. Переходим к настройке помола. В кофе началась тенденция к упрощению, и такая кофемолка действительно ей соответствует. Вам не нужно будет часами подстраивать помол, считать щелчки, просто делайте кофе, выставили нужную степень и все. Обычно, чтобы изменить настройку, кофемолку нужно раскручивать, здесь же диск регулировки находится сверху. Плюс в том, что можно сразу видеть, какой уровень помола установлен. И, конечно же, изменить его за пару секунд. Для меня это очень важно, потому что я каждый день меняю помол от эспрессо до фильтра. Для того, чтобы выставить помол первый раз, максимально закручиваем жернова, чтобы установить их в нулевую позицию. В ней они будут заблокированы, не будут двигаться. Закрутить жернова в нулевую позицию можно, зафиксировав ось с помощью ручки. В моем случае 0 находится в положении 1, но, как заявляет производитель, он может находиться в пределах от 8 до 2 деления. Я предпочитаю устанавливать ручку в направлении стрелки, чтобы всегда было видно, какой уровень помола установлен. Придавили крышку, чтобы разблокировать ручку, чуть подвинули вперед и прокручиваем колесо на нужное деление. Важно, чтобы зерен во время настройки внутри не было. Крупность помола. Для кофе в турке я использую 4 и 5 деление. Для эспрессо 6 и 7. Хотя для темной обжарки я бы использовал 8. Для гейзерной кофеварки подходит деление от 8 до 1,1. Это первое деление после одного оборота. Для фильтра кофе я использую 1,1. Качество помола. Здесь не используются металлические подшипники. Вместо этого установлен пластиковый подшипник скольжения. Это упрощает конструкцию и делает ее легче, но с таким решением наблюдается небольшой люфт, что потенциально будет делать частицы чуть менее равномерными. Но по факту качество измельчения получается выше среднего. В сравнении с моей прошлой кофемолкой, с этой мне удалось сварить более чистый эспрессо. В Аэропресс кофе получается тоже вкусный и разборчивый. Обслуживание. Жернова не любят влагу, это не нержавейка, а просто закаленный металл. И чтобы он не окислялся, производитель советует даже не трогать их руками, только салфеткой. Так выглядит процесс разборки и чистки жерновов. Снимаем ручку и нижний контейнер, придавливаем жернова снизу и откручиваем диск. После чего жернова с осью можно доставать. Конструкция очень простая. И как мы видим, все чистится достаточно просто. Мой вердикт – она достаточно качественная и уж точно стоит своих денег. В таком ценовом диапазоне у нее мало конкурентов, а стоит она 80 евро. На данный момент купить ее можно в официальном магазине с доставкой из Лондона. Если есть вопросы по кофемолке, оставляйте их в комментариях. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!